Может быть, государственности нам не хватает? Я хочу сказать, но не скажу. Да ко мне потом ребята приедут. То, что это в Америке это рекламируют насчет молодежи. У них какая-то особая природа, и мы, возможно, их должны поддержать, да, в каком-то случае. Достаточно. Дума запретила всего. Нет, Госдуму запрещать не надо. Мне так хорошо. Ничего не хочется запрещать. Все идет по плану. Как вы думаете, что еще можно запретить в России? Или, может быть, отменить какой-то запрет? Я думаю, нужно отменить запрет на смертную казнь. Это, очень сильно ограничивает возможности восстановления порядка в стране с помощью законодательства, потому что многие люди совершали бы меньше преступлений, если бы знали, что им грозит смертная казнь. Для кого она? Педофилы, коррупционеры, в принципе, люди, которые считают то, что имеют право кого-то убить, и потом ходят со спокойным выражением лица. Такие своеобразные психопаты, стрелки какие-нибудь школьные или еще что-нибудь в этом роде. Или там, несколько лет назад, или 10 даже, какой-то сотрудник, у него был психоз, он пришел в супермаркет, перестрелял там человек 5, что-то такое, я помню еще с детства. Таких вот ребят, что с ними делать еще? А как же, если... Лечить их геморно. Если ввести все-таки смертную казнь, то это говорит о том, что, например, вот ваш сосед на вас пожалуются и вас расстреляют без суда и следствия, как это было? Судом и следствием, скорее всего, меня расстреляют, потому что ему нужны будут доказательства, потому что вообще, судебная такая система работает, то, что нужно доказательства предъявлять именно обвинению. Не знаю, я не очень сильно мастурбирую на либеральные ценности, поэтому мне тема критики ГУЛАГа, репрессий вообще не интересна. Что еще запретить можно в России? Или отменить какой-нибудь запрет? Не надо, все нормально. Все нужно разрешить, а все плохое запретить, например. Например, писать в Твиттере, называть там вещи. Я не считаю, что интернет стал частью культуры или чего-то такого важного в нашей жизни. А вот Инстаграм и Фейсбук, отставить под запретом или разрешить? Да, это каждый должен выбирать для себя, но специально навязывать нельзя. Нельзя приучать детей к этому с малолетства. Вы же видите, какие они дерганые, маленькие, сидят с этими гаджетами, трясутся постоянно. Это плохо. А если взрослый человек, ему нужно по работе, или он, может быть, от одиночества хочет высказаться, хорошая площадка для этого, почему бы и нет? Как это можно запретить? Не знаю, никак. Выходить на митинги, мирные демонстрации и шествия, тоже такой запрет. Стоит ли разрешить или пусть запрет остается? Я не считаю, что у нас сейчас в стране какая-то взрывоопасная такая ситуация, чтобы мы щемились на эти митинги и что-то там отстаивали. Придет время, выйдем без разрешения. Я не говорю, что по какому-то серьезному поводу. А пока можно все делать в рамках закона. Хочешь выступить, пройти в одних трусах по улице, подай заявку. Почему бы нет? Не согласовывают. Совершенно верно, потому что надо иметь совесть. А может быть, надо иметь какой-то язык другой. Может быть, надо правильно подавать свои желания. Может быть, не говорить, что я хочу это, а может быть, я сделаю это, потому что это нужно для кого-то. Может быть, это нужно городу, нужно стране. Может быть, надо смотреть через эту призму. Не своих каких-то меркантильных интересов, а со стороны государства. Может быть, государственности нам не хватает. Не могу сказать, что запретить, можно добавить. Я считаю, что те, кто, допустим, зарабатывает больше, я думаю, у них должен быть налог тоже больше. Допустим, у миллионеров или у миллиардеров. То есть у нас по России налог одинаковый у всех. На недвижимость, на автомобиль и так далее. Я считаю, если они зарабатывают больше, должен быть налог побольше. А вы как думаете? Я хочу, чтобы запретили наркотики. Потому что их очень много стало. Идешь буквально по улице, ищут закладки. Это же не культурно. Должно быть, да, насчет этого полиция должна прям следить. Еще у нас, допустим, ввели Росгвардию в России.
Я считаю, что вот почему у нас, допустим, школы, там университеты охраняют, ну, допустим, дедушки какие-то, да, то есть молодые парни, а потом мы в новостях слышим, пришел 17-летний мальчик с автоматом в школу и расстрелял всех. Вот. Я считаю, что почему нельзя, допустим, одного росгвардейца или какого-нибудь бойца поставить просто в школу и все, а они просто как бы ходят по улицам и все. Как вы считаете, что еще нужно запретить в России или какие запреты отменить? Запретами ничего не сделать. Чем больше запрещаешь, тем больше делают. Постоянно что-нибудь там Госдума запрещает каждый день. Может, Госдуму запретить? Нет, Госдуму. А кто будет законотворчеством заниматься? Нет, Госдуму запрещать не надо. Ну, какие-то, может быть, не знаю. Это очень такой вопрос. Может быть, отменить какой-то запрет? Вот. Отменить запрет. Не знаю. Нет, так не соображу. Все так, все нормально. Ну, каждый день что-нибудь запрещают, там то Facebook, то Instagram, то на улицу выходить, то в Твиттере писать. Может, что-то нужно отменить или еще запретить? Не знаю, да нет, достаточно всего, пожалуй. То, что это в Америке это рекламируют насчет молодежи. Все запретить. Все запретить. И что же будет наша молодежь делать, если ей будет ничего нельзя? Как что будет делать? Нормально учиться, нормально работать. Нормально семью создавать. Детей воспитывать. Наверное, это не касается законодательства. В том, что происходит с разными людьми, это же, ну, их какая-то особая природа, и мы, возможно, их должны поддержать, да, в каком-то случае, что свойственно для одного человека, совершенно не свойственно для другого, поэтому почему мы должны кому-то навязывать какие-то четкие устои? Вы имеете в виду и в социальных сетях? Ну, например, у нас же много всяких разных запретов. Может быть, что-то еще нужно запретить? Достаточно. Дума запретила всего. Вот недавно смотрел новости, буквально вчера, позавчера мне попадались. Вчера, по-моему, смотрел новость. Вот, они хотят запретить вот электронные сигареты. Ладно, хорошо, это в пользу здоровья людей. Хорошо, пусть. Но они уже все запретили. Ну, допустим, у меня сейчас проблема с кредитами. Я не могу, заходил в МФЦ, не могу. То есть у меня пока не закрыта судебная как бы задолженность. Они сказали, свяжись с судьей, пусть она по такой статье закроет, а потом придете в МФЦ. Ну, Дума уже достаточно нам всего навредила. Закрывает, все делают против людей. Что еще нужно запретить в России или, может быть, отменить? Кататься на самокатах. Тротуар – это для пешехода, это раз. А потом запретить надо много всего. Например, еще что считаете? Ну, это же кошмар. У нас, вы знаете, я люблю животных, всю жизнь любил животных. Но когда я слушаю по телевизору выступления зеленых, мне просто волосы дыбом встают. Показывают, как бродячие собаки рвут детей. И тут же ведущий по телевидению рассказывает, а вот посмотрите, а вот здесь сделан приют, а вот здесь сделано то-то. Сначала, наверное, обустроить нужно людей, а уже потом думать о братьях наших меньших. Запретить что? Ну вот, например, что-то еще запретить. Вот у нас там Facebook запретили, Instagram запретили то, запретили говорить. Может, что-то еще нужно добавить к этому запрету? Я сказал, но... Может быть, что-то отменить. А какого у вас канала? YouTube-канал «Что делать?» YouTube-канал. Нет, да ко мне потом ребята приедут. Ценно, если я бы сказал. Я хочу сказать, но не скажу, к сожалению. Что в России нужно еще запретить? Или, может быть, какой-то запрет отменить? Не знаю, я иду в Третьяковскую галерею. Пока что нас все устраивает, все хорошо. Да ничего же не надо запрещать, уже много и так запрещено. Может, отменить? Надо разрешить наоборот. Да. А что разрешить? Да тоже надо подумать, так сразу не скажешь. Не знаю, может, там разрешить Facebook и Instagram. Да, неплохо было бы, кстати, да. Или вот разрешить мирно высказывать... Facebook и Instagram. Или вот разрешить мирно высказывать мнение на улицах. Да. Куда все делось? Куда мы катимся, как думаете? Но мы не катимся. Почему катимся? Мы стоим. Когда сдвинемся? Когда сдвинемся?
Да не знаю, постоим, посмотрим, как будет, потому что сдвинемся. А может и не сдвинемся. А может скатимся, я не знаю. Что еще нужно запретить в России? Какой-нибудь закон издать о запрете? Или что отменить? Какой запрет? Отменить. Ой, я затрудняюсь. Так все хорошо. Что-то еще запретить? Вот там бесконечно запретить то, сё, Инстаграм, Фейсбуки, то запретим, говорить запретим, не называть запретим, может что-то еще запретить. Ой, меня все устраивает, я не знаю, мне так хорошо. Ничего не хочется запрещать. Все идет по плану. По какому? По плану нашего президента. А какой нашего президента план? Чтобы мы были счастливы. Если вы обратите внимание на Запад, там тоже много чего запрещают, кстати, да. Вы считаете, правильная ли эта мера? Можно говорить о полной свободе слова, да, например, Илон Маск, да, он говорит, он отрицает какое-либо давление на масс-медиа, прессу, да. Можно говорить о выборочном контроле, да. Тут, я думаю, как всегда, правда где-то лежит посередине, да. Потому что есть радикалы, есть правые, есть левые, да, там. Ну, ни то, нехорошо, да. То есть всегда нужен компромисс, как говорят, ну, эти, как говорят, система, да, противовесов, да. Ну, где принимают решения люди, там всегда будут ошибки. Вопрос не в том, что запретить, а вопрос, как говорил Владимир Владимирович правильно, да, чтобы законодательство работало как бы для всех, да, а не выборочно. Каждый себя должен спросить. Вот когда вы по обочине обгоняете пробку, надо спросить, почему я по обочине обгоняю, да? Я так никогда не делаю. Это вы говорите, да. Может быть, просто вас камера не ловила, да? Вот каждый, когда что-нибудь нарушает, да, там, на красный свет перешел, вот, должен себя спросить, а почему это происходит? Вот весь ответ, к себе первый вопрос задавайте. Ну, почему происходит, да. Вот А вы как думаете, что еще запретить? Я не верю в этой стране средствам массовой информации.